Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 20 декабря 2021 года. Поговорим о том, что же за сегодня народный праздник, что обязательно нужно сделать, на что нужно обратить внимание и, конечно же, как всегда, уделим внимание лунному календарю. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, потому что будет много полезной, важной и нужной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, у нас сегодня с вами народный праздник Амвросиев день. И сегодня наши предки в этот день, 20 декабря, отмечали именно такой народный праздник. В церковном календаре это день почтения памяти святого Амвросия, епископа Милиаланского и преподобного Нила Стоболенского, это новгородского чудотворца. Другие названия праздника в этот день, 20 декабря, Амвросий, Нил Столобенский. И вы знаете, святитель Амвросий Милиалонский на протяжении всей жизни пользовался всенародной любовью, а до наших дней дошли рассказы о тех чудесах, которые он совершил. И уже начиная с 20 декабря наши предки потихонечку готовились к Рождеству. Проводили генеральные уборки, стирали, проверяли зимние заготовки, перебирали подпорченные овощи и соленья, а также чистили в хлеву, убирали в птичнике. Готовились и к предстоящим рождественским праздникам. Резали свиней, птицу, коптили и солили мясо, сало и рыбу, а также делали колбасы. Традиционно в день Амвросия самая старшая женщина в семье надевала на себя вывернутый кожух и рукавицы. И в этой одежде пекла особенный хлеб, в который клала мак, чеснок и разные травы. В середину втыкала стебелек овса, рядом ставила в одной чаше мед, а в другой святую воду. Этот хлеб обвязывала жгутом конопли, и считалось, что таким именно обрядом можно было привлечь в свой дом благополучие, а к земле плодовитость. Готовый хлеб резали за ужином и давали каждому члену семьи. Ели его, поливая медом и запивая освященной водой. Также приносили немного этого хлеба домашним животным, чтобы они были здоровы и были сытые. Горбушку клали перед хлебом, как оберег от ведьм. А вот увеселительные мероприятия 20 декабря не приветствовались, поэтому девушки целый день вышивали и шили себе наряды. Притом старались сделать это качественно и красиво, ведь чем краще будет убранство, тем скорее на нее обратят внимание парни, среди которых, возможно, будет и суженый. В преддверии самой длинной ночи, в день Амвросия, после захода солнца, старались не ругаться, не брать взаймы, а также не грустить. По народным приметам, все сказанное, все подуманное и все сделанное в этот день определяет события следующего года. Поэтому обязательно смотрите, что вы говорите, что вы делаете. Также на Амвросия было принято посещать баню, чтобы очистить свое тело перед предстоящим Рождеством от всего плохого. Согласно народному поверью, в этот день нечистая сила может повлиять на человека в то время, когда он спит с открытым ртом. Поэтому 20 декабря накрывались головой, а также читали перед сном особые слова, которые далее в этом видео мы и озвучим. А рожденные 20 декабря считались это люди, мастера на все руки. Среди женщин много отличных швей и вышивальщиц, а среди мужчин – кузнецов. В качестве талисмана им подходил черный агат. Это полудрагоценный минерал, способен укротить колдунов, изгонять злую силу и защищать от вампиров. В старину многие маги изготавливали из него специальные чаши, которые использовали в своих обрядах.
Что же нельзя делать в день Амвросия? Согласно народным приметам и народным поверьям, основное, что нельзя делать 20 декабря в день Амвросия, это незамужним девушкам мыть голову. Считается, что девушку, нарушившую этот запрет, на протяжении целого года будет ждать одиночество. Если же у девушки уже есть парень, то ей 20 декабря не рекомендуется и расчесываться, расстанется со второй половинкой. Поэтому лучше волосы заранее заплести в тугую косу. Нельзя и в день Амвросия приступать к рукоделию женщинам, предварительно не помолившись святому, иначе можно зашить в свою жизнь узлы неудач и печали, которые будет сложно распутать. Незамужним девушкам 20 декабря лучше заниматься шитьем и вышиванием. Считается, что если она в этот момент будет думать о будущем супруге, то сможет поскорее его встретить и сшить их судьбы воедино. Не стоит вечер в день Амвросия проводить вдали от семьи. Согласно поверью, чем больше родных соберется за одним столом в этот день, тем счастливее пройдет для них следующий год. Поэтому 20 декабря нужно было устроить совместный ужин, но при выборе блюд для него нельзя забывать и о рождественском посте. Не разрешалось в этот день и стирать, потому что мокрое белье может притянуть к себе разные болезни. Особенно это касается вещей новорожденных и пожилых людей. Им строго-настрого запрещается надевать стиранную сегодня одежду. Нельзя было 20 декабря громко петь и смеяться. По народной примете можно навлечь на себя и родных несчастья и беды. Однако плакать и грустить тоже не стоит, иначе потом 40 дней придется горевать. Сегодня нужно обязательно держать свои эмоции под строгим контролем. Запрещалось в день Амвросия дарить и принимать подарки, тем более от малознакомых личностей. На них может быть порча или наговор. По этой же причине детям нужно было запретить брать угощения от чужих людей. 20 декабря нельзя пересаживать комнатные растения. Они не приживутся и будут постепенно чахнуть и забирать силы у всех членов семьи, а это чревато болезнями и эмоциональными срывами. И, как мы уже говорили, 20 декабря, в день Амвросия, все ложились спать в противоположную привычной стороне, чтобы запутать темные силы. Под кровать клали маленькое зеркальце, а под подушку иконку Божьей Матери. Обувь оставляли подошвой кверху, а затем говорили следующие важные слова. «Нечисть, ты меня не трогай, за волосы не дергай, в рот не залетай, по ногам не гуляй, уходи туда, где на море играет волна, или в лес далекий уходи, а меня не трепи. Аминь». А вот утром, не вставая еще с кровати, уже 21 декабря, вынимали из-под подушки иконку, трижды ее целовали и благодарили за спокойный сон. Вот такой, друзья, у нас с вами магический день, 20 декабря 2021 года. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 20 декабря 2021 года. По лунному календарю у нас с вами 16 и 17 лунный день. Начало убывающей луны в знаке зодиака Рак. Обращаем ваше внимание, что сегодня миром управляет гармония, равновесие, спокойствие и умеренность. Сегодня очень важно поймать эту волну и следовать за ней, чтобы в стороне не остаться и не потерять такой чудесный в энергетическом плане день. Сегодня все работает на умиротворение. Символы этого дня – бабочка и голубь, которые символизируют собой душу и легкий переход из одного мира в другой. Даже знаком зодиака этого дня являются весы, которые стремятся все уравновесить и привести в состояние гармонии. На одной чаше весов это наша грешная земная телесная сущность, на другой – наше духовное существование. Все это в любом случае сегодня отразится на нашем настроении. Энергетика этого дня очень гармонична. Это чистый, светлый и спокойный день. Поэтому пришло время отдыха от напряженных и активных действий.
Но обращаем ваше внимание, что в этот день есть опасность подпадания под влияние сильного постороннего человека. Поэтому любое проявленное сочувствие и участие, которое выказывает человек, вызывает доверие к нему. Один раз можно попасться, в другой использовать этот момент в своих целях. Кроме отрицательного воздействия Луны, есть и положительное. Например, в это время можно наладить отношения между детьми, родственниками, приступить к накоплению материального и духовного наследства. Развить интуитивные способности, научиться понимать и принимать бессознательные реакции людей. Для тех, кто имеет ресторанный бизнес, занимается садоводством и продажей цветов, день обещает быть успешным. И чувства под луной в раке обостряются и приобретают глубину. Происходит остановка или притормаживание событий. Поэтому торопить или форсировать какие-то моменты сегодня не стоит пытаться. Что же касательно общих рекомендаций на 20 декабря, то не стоит проявлять агрессивность, доказывать свою правоту, кричать и размахивать руками. Нельзя включать громкую музыку, вести себя вызывающе. Лучше всего провести день в уединении, быть тихим и скромным. Неплохо бы заняться домашними делами, особенно полезно все, что связано с очищением. Мытье полов, стирание пыли, принятие душа. Полезна неспешная пешая сегодня прогулка. Что же касательно, друзья, стрижки волос, то этот день не сулит ничего плохого, но все же не ждите ничего и позитивного от посещения стилиста или парикмахера. Работа даже лучшего мастера может губительно повлиять на вид и здоровье волос. Стрижка, сделанная в этот день, приведет к предательству со стороны коллег и близких родственников. И вы знаете, 20 декабря это тот редкий день, когда нужно прекратить гонку и вот просто взять и отдохнуть. Имидж, измененный при помощи прически, вас расстроит. Форма не будет держаться и прическа очень быстро распадется. И вы с этим вряд ли что-то сделаете. Что же касательно окраски волос, то для душевной гармонии обязательно окрасьте волосы в темные тона натуральными красителями. Что же касательно прически, то волосы лучше всего собрать в пучок. В этот день можно отдохнуть, расслабиться и побыть наедине с собственными мыслями. Рекомендуется сегодня соблюдать спокойствие, не нарушать никакими действиями внутреннего комфорта и мира в душе, ибо символ этого дня – умеренность. Поэтому во всем сегодня принимайте меру. Никуда не спешите, кроме того, мы буквально 19 декабря, еще вчера, пережили с вами полнолуние. Полнолуние было относительно тяжелое, кроме того, у нас с вами и ретроградная Венера началась, и, соответственно, вот эти все события, они также очень все на нас будут влиять. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, будьте осторожны. Кроме того, у нас 20 декабря это еще и понедельник, достаточно сам по себе энергетически тяжелый день, потому что мы с вами на выходные немножко расслабились, были и праздники, но все-таки давайте собираться, у нас осталось немножко поработать. Кроме того, не забываем, что осталось буквально 2 недели до окончания 2021 года, а значит нам всем надо подготовиться к Новому году. И на канале Эзотерика для тебя есть очень много видео, посвященных Новому году, как правильно встречать, что нужно успеть сделать до 31 декабря. Поэтому, друзья, обязательно переходите и смотрите. Мы всем желаем хорошей, прекрасной недели. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы с вами услышимся уже в следующем видео.